Малюсенький котенок Филя этой зимой оказался брошен в лесу вместе с братиком. Их там обнаружила одна добросердечная семейная пара и отдала в приют. Через пару дней, почти на том же месте, эти же люди нашли еще 2 котят в коробке из-под печенья, наполненной снегом. Тогда они обратились ко мне за помощью в пристройстве крошечных печенюшек, которых на этот раз в приют не сдавали. Было очевидно, что малыши из того же помета все очень похожи друг на друга внешне и по поведению. Крохам, что были в коробке, удалось довольно быстро найти дом. Люди заинтересовались, потому что в перспективе котики казались симпатичными и яркими. Однако звонки поступали и по ним. Их еще не успели забрать. Тогда семья забрала из приюта и братика с Филей, надеясь, что их тоже быстро раздадут. Тем более, что на них уже были 2 кандидата. Одна девушка из Твери, другая — из Ярославля. Но непродолжительное пребывание в приюте сыграло роковую роль в жизни малышей. Уже в первые дни после переселения домой состояние котят вызывало тревогу. Малыши явно чувствовали недомогание, были вялыми, теряли аппетит. На всякий случай спасители провели обработку от паразитов и в этом ослабленном состоянии отправили обоих котенков в Тверь, договорившись с девушкой из Ярославля, что она заберет своего котика именно там. Второй котенок должен был остаться. Когда все котята покинули дом спасителей, они сообщили мне: «Спасибо за помощь, мы всех раздали». Полностью решали вопросы с потенциальными хозяевами. Сами. Я котят не отдавала, я узнала об их устройстве уже по факту. Порадовалась за малышей, но вскользь услышала, что 2 из них, те, кто уехали в Тверь, чувствуют себя неважно. Подозревается энтерит и инвазия кишечных паразитов. И сразу стало неспокойно. Я начала задавать вопросы. Их лечат вообще? Какой сейчас статус здоровья? Какие дальнейшие планы? Выяснилось, что они находятся даже не в стационаре, и на спасителе. На этом конце провода раздался ледяной голос. Когда я спросила, как себя чувствуют малыши, давно ли в таком состоянии, получила ответ: «Несколько дней. Вчера капали. Один лежит, как тряпочка. Сегодня еще не везла. Некогда. Мама больная, надо кормить». И в этот момент я услышала, как в трубку жалобно кричит котенок. Тот самый, кому хуже всего. Подумала: все, время идет, котята ослабели, энтерит — крайне опасное заболевание. Я объяснила, что такими темпами они не вытянут, что им нужна срочная ветеринарная помощь, попросила отвезти как можно скорее к врачу, либо оставить в стационаре. Но услышала лишь: «Я и так деньги потратила, особо и лечить не за что». Возник логичный вопрос: зачем взяла, если не намерена бороться за их жизнь? Из безразличного и раздраженного тона стало понятно: эта обуза ей не нужна. Ну, выживут, значит, выживут. Нет, так судьба. Раздумывать было некогда. Я предложила: «Давайте я заберу их на лечение в Москву, но чтобы котята до машины смогли дожить и перенести дорогу, их надо срочно поставить на капельницу». Женщина нехотя согласилась. В ту же минуту из Москвы выехала зоотакси. Звоню через 1,5 часа, спрашиваю: «Уже отвезли?» Она опять оправдывается. Я маму кормлю, а котята кричат. Мое терпение лопнуло. В голове лишь ярость и жалость. Бедные дети. Зачем их вообще туда отдали? Это очевидно. Этому человеку они не нужны. Тем не менее, на капельницу котят все же отвезли. Но время было безнадежно потрачено. Крошки дождались такси, но один из них уже почти не подавал признаков жизни. В дороге его не стало. Второй котенок ехал рядом и плакал. Что же это за жизнь у них такая? Сначала в лес, затем горе-приют,
где наградили энтеритом, далее хозяйка, которая несколько дней ждала у моря погоды, а теперь он остался вообще один на всем белом свете. Малюсенький Филя держался из последних сил. Он не хотел уходить и с надеждой смотрел на врачей. В клинике. Ветеринар Андрей Михайлович сказал сразу: «Вытянем». Но состояние котенка ухудшалось, энтерит бушевал, шансы на спасение уменьшались с каждой минутой. Тем не менее, врач выполнил свое обещание. Спустя несколько дней Филя пошел на поправку. Появился аппетит, стал двигаться, медленно отходить от болезненной слабости. Он начал доверять людям, которые заботились о нем. И это было настоящее чудо. Тем временем та женщина из Твери ни разу не позвонила, чтобы узнать, жив ли он вообще. А девушке из Ярославля никто так и не сказал, что котенка, которого она ждала, уже нет. Новый год Филя встречал так, один. В боксике стационара. Из радостей только еда и подаренные напоминающие об уютном доме игрушечки. Малыша уже можно было забирать домой, но дома нет. Вот и сидит он, один-одинешенько, грустненький, несчастный. Никому не нужен. Но малыш все еще ждет своего запоздалого новогоднего чуда. Он вырастет небольшим. Может, найдется здесь, среди вас, человек с добрым и ответственным сердцем, который подарит филенку заботу, тепло и крышу над головой. Ведь он так мечтает о настоящей маме, уютном доме, о месте, где будут любить и ценить. Он заслуживает этого больше, чем кто-либо. Если вы готовы открыть свое сердце, Филя подходит вам. Он ласковый, тихий, умный, уже адаптируется, знает лоток, начинает играть и отвечать на ласковый голос. Он просто мечтает о том, чтобы, наконец, стать чьим-то любимым и родным. Пожалуйста, если вы чувствуете, что ваша жизнь может стать для него спасением, напишите мне. Он ждет свою семью. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра.